Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. А астрономически, астрологически период связан с новолунием. Новолуние в знаке зодиака Лев. И мы знаем, Лев – это наши амбиции, это где-то наши достижения, это наше и самовыражение тоже. И поэтому основные три момента, три важных пункта, применимы абсолютно ко всем сферам жизни. Первое, если мы говорим о достижении, это то качество жизни, к которому мы идем. Этот период дает нам возможность, как и поверить в себя заново, может быть и так. И вы можете это ощущать, этот период наиболее активно, потому что Лев принадлежит, как и вы, мои дорогие стрельцы, к знакам зодиака стихии огня. Это мы понимаем, что мы, может быть, долгое время про себя забывали, или мы где-то были с чем-то согласны. Вот здесь может быть и понимание того, что я в прошлом упустил какое-то время, может быть, и так тоже, или упустила. Вот есть как будто вот ваши желания, ваши цели. И это не просто «было бы неплохо». Нет, тут, скорее всего, это будет связано с тем, что именно вы уже решимость какую-то имеете сделать этот самый волшебный первый шаг. Второе направление – планирование. И планирование не абстрактное и не на сиюминутный какой-то период, а на далекую дистанцию. И третье – это вопросы отдыха, вопросы имиджа. Лев пришел для того, чтобы научить все знаки зодиака, это вот по зодиакальному кругу, есть такое предание, чтобы правильно распределить свои силы, не забыть опять же о себе. И отдых – это наше где-то и здоровье тоже, это наш внешний вид, почему я говорю об имидже. Может быть, долгое время, даже если, предположим, вас что-то беспокоило, и неважно, ну, мелочь какая-то, или действительно, когда вы оставляли на потом поход к врачу, в конечном итоге это все равно на внешнем виде, на нашем отражается. Или тут стояли какие-то другие задачи и стоят. Вы хотите сломать шаблон. И это очень символично, потому что Уран в Близнецах. И, как известно, Уран, он всегда ломает какой-то стереотип. Может быть, вы, мои дорогие стрельцы, хотите о себе сломать стереотип. Вас воспринимают люди как-то однобоко, вам так кажется. А вот когда нас, может быть, прежде, много времени тому назад, состоялся первый контакт с человеком, и так устроена психология наша, людская, когда мы видим первый раз человека, именно это впечатление западает нам в душу. И для кого-то из вас сломать этот шаблон. Я хочу раскрыть свои таланты. Мне мешает какая-то предвзятость людская именно к моей персоне. Может быть и так. Но вопросы имиджа могут еще и говорить о здоровом образе жизни. Для кого-то это, если для вас был период, как знаете, какой-то паузы затянувшейся, расширить горизонт общения или решиться и сделать, опять же, какой-то, может быть, маленький шаг, какую-то первую попытку. Не просто в мыслях это оставлять, а переложить на действие. До конца июля мы можем провести удачные важные переговоры, взяться за сложную идею, реализовать ее и в последующем, так вот планомерно, пошагово где-то прийти к новому уровню финансового достатка. Бывшие могут о себе напомнить, мои дорогие стрельцы, есть такая тема тоже. И возвращаются, и могут заново начинать клясться в вечной любви. Поэтому будьте благоразумны. Если были прежде проблемы в взаимоотношениях, то проблемы сами по себе никуда не исчезли. И кроме всего прочего, мы можем столкнуться, как мы говорим, с людьми токсичными. Это тоже своеобразный урок жизни мы проходим для того, чтобы учиться преодолевать, не застревать где-то эмоционально в том, или как нас воспринимают или думают люди. Нейтрализовать скорее какой-то конфликт. Ладно, мы идем вперед. И первый вопрос. Кто или что вас удивит? Вторая карта у нас будет называться «Что из прошлого, уже вам знакомого, требует вашего внимания». Может быть, это не обязательно человек, это какая-то тема, какая-то задумка. И в чем ваша фортуна, в чем ваш успех, в чем ваша сила, мои дорогие? По основным сферам жизни. И первая карта – это у нас именно достижение.
документы у кого-то, дела, учеба, работа, бизнес или дополнительный, может быть, доход, вы что-то изучаете, тоже хотите внедрить в свою жизнь. Сфера финансов, энергия денег, энергия любви, личной жизни и энергия дома. И у нас вторая колода, 78 дверей. Основное значение – открытые двери или закрытые. Мы на этой колоде спросим знаки судьбы, подсказки, пусть нам дадут карты, на что следует обратить внимание. До конца июля. Первый знак судьбы, второй знак судьбы. То есть, по сути, раз нам судьба дает какие-то знаки, значит, либо будет продолжение, либо нужно как-то провзаимодействовать, может быть, и итог подвести, может быть, мы сами куда-то не пойдем, если уж мы говорим открытые двери или закрытые. Что же вас удивит, рыцарь Пентаклей, ваша решимость, мои дорогие? По рыцарю Пентаклей это медленный рыцарь, но это, знаете, поступательная, планомерная, с геометрической прогрессией, прогресс вперед. Именно прогресс, не застой. Может быть, вас и удивит, с одной стороны, ваша собственная решимость, когда вы что-то прежде оставляли на потом, а тут вы не просто рискнули, нет, вы тут что-то просчитали, потому что рыцарь Пентаклей, он едет медленно, как мы сказали, но это все-таки движение. Может быть, прежде вы как-то по-другому поступали, или вы были более решительны, или, мои дорогие стрельцы, вы сильные люди, вы солнечные люди. Вам раньше казалось, например, если мы смотрим именно энергию, что элемент реванша или как какого-то штурма, ну, я метафорически говорю, он более предпочтителен. Лучше сразу взять высоту какую-то и разобраться с каким-то вопросом. Вы здесь меняете тактику, и это вас тоже может удивить. Раньше бы вы буквально где-то стартанули с низкого старта или согласились на какое-то дело, а здесь нет, вы очень будете продуманы. Вас может также удивить, когда выпадает рыцарь Пентаклей в моих раскладах. Предположим, вам нужно решить какую-то проблему или какой-то вопрос, и в вашем окружении есть человек, именно в окружении, мои дорогие, не путайте это с вашими конкретно друзьями или самым ближайшим кругом. В том-то и дело, тут может быть человек, на которого мы не рассчитывали. Тут может удивить даже человек, которого мы воспринимали как-то, ну, не так, своеобразно. Мы и сами можем тут делать выводы, и вполне вероятно мы понимаем, что и мы где-то заблуждались, ошибались. Но именно из разряда тех людей, которых мы, в общем-то, знали, но, может быть, это просто знакомые, или какие-то контактные лица в вашем в целом окружении, даже не в ближайшем. И вот человек удивляет тем, что либо он дает вам какой-то дельный совет, причем такой, знаете, очень реалистичный и по-доброму. Ведь это добрые энергии, причем земные энергии. Это не там что-то экзальтированное или о чем мы мечтаем. Нет, это максимально приближенное к нашей реальности. И вот человек может либо дельным советом помочь, либо буквально деньгами. Вас это тоже удивит. К примеру, если нужно сделать какой-то платеж, то тогда вы это сумеете сделать, потому что есть как минимум одна персона, которая может откликнуться на ваши просьбы. Ваша задача не ждать тоже, а может быть поступательное, опять же мы говорили, движение, то есть обозначить свою проблему или искать вот этого человека, но где-то проанализировать свое окружение, на кого я могу опереться, к кому я могу обратиться и рассмотреть все альтернативные варианты. Что из прошлого знакомого требует вашего внимания? Финансы требуют вашего внимания. По четверке пентаклей здесь вы тоже можете столкнуться, например, вот если только что я сказала, да, нужно решить финансовую проблему. И, к примеру, вы все всегда кому-то помогали, а вы можете столкнуться с таким казусом, а вам не готов тот человек, которому вы помогали, ответить взаимностью. И мы не говорим, что это плохо или хорошо, может быть, у человека, если мы конкретно о финансах. У человека нет возможности, у него попросту нет денег. Может быть, у него какая-то своя сложная ситуация. И мы тогда не застреваем, мы не начинаем эмоционально думать, ах, ты такой сякой или такая сякая, я тебе столько помогала, а ты вот мне сейчас вот никак. Нет, мы тогда ищем другие варианты. Вы можете заподозрить о том, что
Ну, может быть, и со мной где-то не очень честны. Ну, так значит, делаем выводы и идем дальше. Тут все энергии направлены как вот на ваше самосохранение. И деньги, если уж мы про Пентакли, один из способов взаимодействия с миром. Поэтому, мои дорогие, с учетом новолуния во Льве, ваша какая-то идея, знаете, вот как цель, она должна быть достигнута. Может быть, это вы будете и планировать как-то совершенно по-другому. Тут и посмотрите, две карты, которые говорят о планомерном каком-то развитии. Нет здесь рывкообразных каких-то импульсных решений. И, может быть, вы создадите как тезис-план. Это очень полезно иногда, когда вы, ну, вот представьте лист бумаги, и вы вверху пишите себе именно цель, намерение, то, к чему вы идете. Тут надо себя спросить по новолунию. Я действительно этого хочу. Или я действительно хочу, чтобы это состоялось. Вот всей своей душой. Или я действительно хочу, готова к тому, чтобы что-то у меня повторилось. И если действительно это вот вы по всем пунктам говорите «да», вы прописываете это как цель. А потом представьте, что вы этого достигли. И как от противного, от чего мы можем оттолкнуться. Мы начинаем расписывать постепенно от дня завтрашнего, как будто к дню сегодняшнему, план. И мы готовы эти планы корректировать. Мы, по сути дела, составляем себе бизнес-план, тезис-план, да, и мы более четче видим, в каком моменте мы находимся сейчас, на что мы можем рассчитывать, какой путь нам еще предстоит пройти. Для кого-то из вас что из прошлого. Иногда по четверке пентаклей, если мы переложим на сферу личной жизни, ревность проходит, мои дорогие. Вот может быть и так. И для кого-то будет важно вот упорядочить себе это чувство, чтобы оно для вас не создавало какой-то зависимой ситуации. По четверке пентаклей бывают именно когда мы чувствуем себя в некоторых рамках. С одной стороны, это карта стабильности, да. Но есть и такой момент, что иногда нам это не нравится, нам хочется драйва. А здесь, в принципе, нам говорят, это не тот драйв, вот я говорила в самом начале, который скорый, стремительный. Здесь скорее планомерное поступательное развитие. В чем ваша фортуна? Ваша фортуна медленно, но верно, мои дорогие стрельцы. И вы итог получите. Может быть, благодаря как раз вот этим энергиям и всему тому, что я рассказала. Потому что 21-й старший аркан вы получаете заслуженное признание. То есть, если вы хотите быть популярным, пожалуйста. Ведь карта «Мир» нам говорит, для вас нет ничего невозможного. И если вы хотите куда-то переехать, мир, пространство, то есть само расстояние, да, километраж, здесь тоже может говорить и свидетельствовать о том, что, возможно, тебе придется скорректировать место, куда ты переезжаешь, да, какой-то другой город. Или если вы хотите поменять куплю-продажу, осуществить вашей недвижимости, или просто переместиться в какую-то другую местность, но планировали один город, или, допустим, планировали вы переместиться, допустим, в квартиру, а тут вы будете рассматривать какие-то альтернативные варианты, да. Вот тут самые разные такие нюансы, когда мы тоже для того, чтобы глобально наша мечта осуществилась, мы и готовы подкорректировать некоторые планы, потому что основная цель, мои дорогие, должна быть достигнута. И у вас очень добрая энергия, вам новолуние во Льве буквально помогает. Хотите популярности, пожалуйста. Хотите власти, пожалуйста. Но тоже коррекция ваших где-то планов необходима. Хотите заработать деньги, тоже. Может быть, это как новая занятость. Работать из любой точки мира. Вот по этой карте, по аркану как раз и проходит. Есть еще и другой момент, если мы говорим расстояние по времени. Добрые дела наспех не делаются, и я об этом уже сказала. И именно вот эти энергии, которые я обрисовала, они вам помогают. Не рывкообразно, не штурмом, а планированием, коррекцией планом. Может быть, адаптацией. И до конца 2025 года для каждого из знака зодиака в той или иной мере у каждого своя плоскость или у каждого своя степень адаптации или вот те условности в виде внешних событий, которые нас окружают. Так или иначе, мы должны к ним адаптироваться. Почему? Потому что нам придется организовывать свою жизнь как в новом каком-то формате или в другой реальности. Мы еще до конца 2025 года много услышим новостей или того, что нас может удивить, это точно.
Поэтому быть готовым вот к своей цели идти так медленно пусть, но верно, мои дорогие, и корректировать планы. Ваши достижения. Вот смотрите, здесь я сказала 2 рыцаря, посмотрите, но не должно быть внутреннего раздрая. 2 рыцаря, и они совершенно в разных энергиях. Один идет медленно, мы сказали, причем это рыцарь-реалист, который уделяет внимание деталям, тот, который и изучает буквально какие-то инструкции, потому что понимает, что что-то более крупное, оно рождается из мелочей. А по рыцарю кубков это не есть карта надежности. Это карта хорошего настроения, если мы говорим в целом 10 дней, не такой большой период. Поэтому сопровождать будет вас хорошее настроение. Но э, оптимизм, да, вы оптимисты, это точно. Но вот знаете, есть наша такое хорошее качество самоуверенность. Но где оно заканчивается или переходит, вибрирует с самонадеянностью, мы никогда не знаем. Очень тонкие вибрации. И иногда, когда мы чересчур сами в себе уверены, ну, нам это застилает глаза, отнюдь не помогает рассмотреть или увидеть, как минимум, что вокруг начинает что-то меняться, правда? А потом мы, когда не заметили, потом в конечном итоге все равно ситуация достигает какой-то своей точки конечного маршрута. И если мы прежде этого не подметили, мы так обескуражены, как это вообще такое могло быть? А подсказки прежде были. Вот что-то подобное может свидетельствовать именно в этот период, поэтому будет важно не замечтаться. Вдохновиться по этой карте вы можете. Вас может вдохновить как и какой-то проект или какое-то дело. Повторюсь, настроение хорошее. Вас может и какое-то предложение тоже вдохновить. Но пока долгоиграющих таких планов, если вот поступило именно какое-то известие, предложение, или, может быть, как вариант рассмотреть, куда поехать, вариант путешествия, вдохновиться опять же стоит. Как будто попробовать, согласиться стоит, но при этом держать руку на пульсе. В любой момент может что-то меняться, потому что ситуация одного какого-то периода, момента, одного дня – она не свидетельствует о том, что как минимум до конца июля ситуация не будет меняться. И это на ваши достижения. Поэтому нам вот больше, скорее, в направлении, как вот этот рыцарь едет, медленно, но верно. Но хорошее настроение, это нам помогает чувствовать себя более уверенным. Но в то же время это не должно быть или стать какими-то розовыми очками. Финансы. Ну вот, может быть, нам и говорят, ты тут можешь потратить больше, чем ты предполагал. Может быть, ты и по финансам, карта жадины, да, сталкиваешься вверху. У нас именно 4 пентаклей, и внизу у нас энергии финансов. А по 5 мечей это всегда какой-то конфликт. Может и быть какой-то конфликт или какая-то сложная ситуация по финансам, когда ее нужно закрыть. И если мы эмоционально не реагируем, то мы тогда запросто, ну, может быть, и не очень запросто, я такое допускаю, у каждого тут по-своему. Кому-то будет банально неудобно обращаться к тому человеку, кстати, мои дорогие стрельцы, с которым у вас был конфликт. Или как мы разошлись, как в море корабли. Но умом, вы понимаете, я отнюдь не про личную жизнь. Это могут быть друзья. Или, может быть, где-то и коллеги, да, и какая-то история именно с финансовым уклоном. Может быть, это из разряда ваших знакомых, ресурсных, кому вы могли бы обратиться. И вы можете сами понимать, да, вот у этого человека есть финансы, но я не могу обратиться, потому что мы с ним поспорили, мы с ним повздорили. Или вот этот человек, допустим, в моем окружении, у него есть опыт вот в том направлении, который я сейчас хочу прояснить, решить. Но я тоже, у нас с ним не сложились отношения, или мы вообще как-то так друг друга словно не замечаем. Может быть, мои дорогие, вам придется где-то перешагнуть через этот конфликт для того, чтобы решить какой-то ваш вопрос. И это можно воспринимать как знак судьбы. Словно ситуация может вернуть к какому-то прошлому периоду для того, чтобы мы научились его правильно преодолевать. Ведь когда выпадает 5 мечей, нам всегда говорят, что конфронтация тебе мешает. Вам конкретно это мешает на финансы. Может быть, и вам, мои дорогие стрельцы, придется кому-то отказать и сделать это очень дипломатично. Вот эту правду подать элегантно, как сказал
Марк Твен, правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце, да, вот так вот наотмашь. Вот придется быть дипломатом определенно. Для вас это есть какой-то смысл, и я бы даже сказала, есть определенная выгода. Любовь и личная жизнь. Ух. Ну, мы можем, конечно, трактовать для кого-то из вас. Это дома такой император, мои дорогие девочки. Несговорчивый, есть два мнения, мое и неправильное. И вам приходится нейтрализовывать какой-то конфликт или договариваться, искать какой-то подход, а может быть и одновременно уже и надоело договариваться или забывать про себя саму. Это я больше именно девочек, мои дорогие. Для вас, мужчины, это ваша энергия может, вот как у императора, рваться наружу. Нет, вот будет так, как я сказал, или не будет никак. И вот вы знаете, вы можете упустить какую-то возможность. Не провоцируйте конфликт. Тут очень много эмоций, в принципе, у вас может быть. Как и со знаком плюс, так и со знаком минус. Или на уровне нравится и не нравится. А тут нужно, как я говорила, разобраться, чего вы действительно хотите. Вот я действительно этого хочу или нет. И насколько ваше желание реалистично. Поэтому будьте мудрыми императорами. Здесь у вас, мои дорогие стрельцы, два старших аркана. Время больших возможностей. Но это те возможности, будьте магами-волшебниками. Здесь нужно взаимодействовать с тем, что вы имеете. Или корректировать мелкие планы. Мудрый император понимает, есть две составляющие, на которые он не влияет. Людское мнение раз и внешние обстоятельства два. Тут именно адаптироваться к чему-то нужно. Может быть, знаете, как какая-то заноза, когда вам нужно будет проговорить откровенно, как вы думаете, услышать, как думает партнер, но не создать конфликта. Знаки судьбы давайте с вами узнаем. Не должно быть иллюзий, мы об этом говорили. И это как знак судьбы. Всегда семерка кубков – это наши мечты. И карта иллюзорного успеха. Я долго говорила по этим картам, просто эта карта подтверждает. Вот такие сложные энергии поступательного, медленного движения. Может быть, внутри все противится, но на сиюмоментном каком-то реванше или даже на добрых эмоциях, вот мы говорили, есть самодостаточность, есть самоуверенность, а есть и самонадеянность. Очень тонкая грань. Вот вы ее не переступайте, потому что то, что иллюзорно, оно ведь не будет продолжено. Поэтому заблуждаться вы не должны. Вот такой знак судьбы. Откройте глаза, будьте реалистами, буквально. И с другой стороны, ведь это карта прокрастинации. Мы не можем что-то оставлять на потом. Или ждать, когда кто-то откликнется в наш адрес. Я говорила с самого начала. Проявите себя. Как вам человек может помочь, ведь никто не знает о тех задачах, которые вам нужно решать. Значит, себя правильно подать, правильно выразить свою мысль, идею или свою нужду. Или вот в чем вы нуждаетесь, я имею в виду. Либо это денежный какой-то вопрос, либо вы ищете специалиста толкового. Второй знак судьбы. И королева мечей – это интеллект. Холодные мысли, холодная голова. Есть добрые эмоции, опять же, мы уже об этом говорили несколько раз. Вот это как красной линией проходит через весь ваш расклад. Вы посмотрите, какое у вас ресурсное время. Вот эти две карты – это как основа основ. И все ведь идет планомерно, все движется. Мы сами можем себе, кстати, помешать, потому что мы находимся во власти эмоций. Причем нас тут может так штормить чуть-чуть. Ведь мелкие карты, но они дают сильные эмоции, мои дорогие. И это где-то ваши достижения, соглашения какие-то, может быть, и документы. Вот тут не на импульсе что-то делать, а на холодном расчете. Вот примите это во внимание. Не добавляйте себе в целом любых эмоций в дела, которые касаются либо мира материального, будь то документы, будь то финансы, или даже, пусть это касается отношений, или далеко идущих планов, или это касается даже переезда, да, или вашей популярности. Здесь нужно что-то просчитать. Помните, что эмоции делают нашу жизнь путанной. Поэтому не надо никаких себе искусственно создавать, как и лабиринтов, так и этой паутины, в которой потом мы залипнем, застрянем. Третий знак судьбы, мои дорогие стрельцы. Опять же, рыцарь кубков. Вот тоже нам карта о чем говорит? Все те энергии, о которых я вам сказала, это как своего рода наступит время,
И на смену тому, что мы думаем сейчас, или думаем, что что-то будет долго продолжаться. А карта нам говорит, ну нет, тут, скорее всего, реальность, она все равно возьмет свое. И в этой колоде, если мы говорим, открытые или закрытые двери, вот тут закрытых дверей нет в предыдущих двух картах. Тут самому себе не надеть, как я говорила, розовые очки, или наоборот, не ставить себе или не устраивать какую-то глубокую философию на мелком месте. Будьте рациональны. И рационально это не значит быть жестким. Мы как будто хотим попасть куда-то. И у нас показан как и рыцарь кубков, который едет с хорошими эмоциями, может быть, как и с воодушевлением каким-то. И вот врата, как грот, он открыт. Нам обрисован он уже. Но этот грот находится за водопадом. И прежде чем мы туда попадем, нам придется пройти сквозь вот этот холодный душ. Вполне вероятно, то, что мы увидим, нам не понравится. Поэтому не делайте скоропалительных выводов о некоторых людях, о некоторых предложениях. Тут очень хорошо что-то пробовать. Через опыт, мои дорогие. Но этот опыт, он не должен быть на 100% соглашательским. Или сразу начинаться с подписания какой-то важной бумаги. Тут вам нужно время для маневра, чтобы суметь, может быть, быстренько раз, так и обратно через этот душ. Ну и ладно, один раз прошел этот холодный душ. Сейчас я быстро обратно вернусь, обсохну и пойду в другую сторону. Вот такой маневр оставляйте. Это вам как знак судьбы. Потому что явно вам мешают, мои дорогие стрельцы, только эмоции. Вот, видимо, основная как заминка через них может быть. А вообще перед вами, посмотрите, открываются какие волшебные перспективы. Поэтому не дайте эмоциям создать какую-то путаницу или словно запутать ваш путь. Может быть, как путь следования, исполнения вашего желания, мечты. Ведь об этом нам говорит 21-й старший аркан. Возможно, все. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы. Я благодарю вас за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.